Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет! У нас сегодня очередной обзор очередного аккумуляторного инструмента с сайта AliExpress. Приехал наш данный инструмент в такой вот классной сумочке. Ручки, замочки. Все отлично. Итак, открываем, смотрим. Все видите, как упаковано. Как я говорю, хоть играй в футбол. То есть это уже может говорить об отношении не то производителя, да, наверное, и производителя, и продавца к своему товару. Товар приезжает целый. Все довольны. Что у нас есть в комплекте? Такая вот зарядка. Легкая, обычная, самая обычная зарядка. Самая, наверное, дешевая. Так, есть у нас, друзья, аккумулятор на 2 ампер-часа. Значит, для тех, кому нужно частое использование данной сабельной пилы, закупайтесь аккумуляторами большей емкости. Итак, заряжен у нас, типа а-ля на 100%, но, друзья, здесь зарядка всего лишь 75-80%, так как хранить аккумуляторы как полностью разряженные, так и полностью заряженные нельзя, поэтому их заряжают на 75%, то бишь для хранения. Нас встречает наш виновник торжества, вернее наша, вот такая вот сабельная аккумуляторная пила, как указано здесь, брашлес с бесщеточным двигателем. По сборке просто никаких нареканий нет. Вот в одном месте, буквально здесь, немножечко цепляется облой, но это абсолютно ничего страшного. А так везде все как монолит. Вот эти черные вставки, я всегда обращаю внимание, это, друзья, резина. Резиновые такие вставочки, чтобы руки наши не скользили, так как нам нужно брать как автомат. Здесь тоже, кстати, прорезиненное все. Вот, мне очень нравится. Да, не сказал, что инструмент у нас от фирмы Лайова. Не знаю, как правильно, я читаю Лайова, мне нравится красиво, поэтому извиняйте. Вот, есть у нас вот такая пятка, прикручена, видите, 2 винтами. Видимо, где-то внутри корпусу нашего инструмента. Регулируется, то бишь мы можем где-то какую-то фанеру как лобзиком, то есть навстречу идти, можем под 90 градусов идти, можем и так работать. И это является упором, когда мы режем, допустим, какие-то там бруски, там, не знаю, поленья, кто кому как нравится резать. А то некоторые, то есть как режут все и я правильно. Ставим нашу пятку в упор и опускаем полотно. А некоторые ребята, даже в интернете есть, то есть мало того, что полотно ходит, так они еще, блин, и руками дают дрозда. Получается, как в том анекдоте, купил мужик бензопилу, приносит в магазин через время, по гарантии, говорит, в паспорте заявлено, что она может валить 3 куба в час. Я, говорит, 2,5 валю, и больше не получается. Ну, продавец посмотрел, блин, новая, цепь не использована. Говорит, вы ее заводить пробовали? О, блин, говорит, а что, она еще и заводится? Вот так и с этим. То есть, мало того, что наша сабельная пила сама пилит, так они еще и руками помогают. Ну да ладно. Так, что, посмотрели, наверное, все. Пластик, как всегда, у нас качественный, инструментальный. То есть, точная копия, что Васай, что Makita. Ой, что, да, ну, в принципе, и Makita, наверное, в ту же область, что и Хеймер. Вот, но, друзья, я по наблюдениям, не помню про Хеймер, да, а вот про Васай я точно знаю, что Васай намного дороже стоит, чем вот Лайова. Поэтому переходите по ссылке в описании на страницу магазина, то есть там будет и на страницу магазина я дам ссылку, и на сам товар. И всегда сравнивайте ценник. И запомните, что это все одно и то же. По крайней мере, сколько у меня этого инструмента не было, все оно, в принципе, плюс-минус одинаковое. Тем более у меня было 2 пилки, то есть от Лайова и от Васай. Ну, точная копия, ну, нету ничего, никакой разницы. Вот я даже Лайова и разбирал. Можете посмотреть мой обзор. Поэтому незачем переплачивать. Как только раскручивается бренд, сразу поднимается ценник. Наверное, вы все это все прекрасно знаете. Так, в комплекте у нас еще есть пилочки. Давайте смотреть.
В магазине, друзья, можно купить разные комплекты с аккумуляторами, с одним, с двумя, с разными пилками. Поэтому переходите, смотрите. Да, мне пришла вот такая сумочка. А можно заказать в картонной коробке подешевле. А можно заказать в тропичной такой вот сумочке, похожей, как у меня. Не знаю, почему продавец не прислал такую сумочку. Но в той сумочке там должен быть здесь нарисован бренд Loyola. А мне пришла вот такая. Ну, в принципе, мне нравится, да и нормально. Кстати, это, наверное, один-единственный инструмент, который я буду хранить в данной сумке, так как сильно часто я им пользоваться не буду. Для резки древесины у меня там разные есть и бензопилы, и ручные пилы. Вот, а я его буду использовать только в гараже при резке, допустим. Ну, не только, конечно, но в основном при резке глушаков, глушителей. Так, есть у нас такая пилочка по металлу. Есть у нас такая пилочка пластик дерева. Есть у нас такая пилочка топ-вуд. Верх дерева, не знаю, топ. Ну да ладно, дерево, да и дерево. И есть такая точная пилочка, только удлиненная, тоже топ-вуд. Вот, пилочки у нас идут HCS. По крайней мере, пилки, друзья, можно докупить и покачественней, и где-то в других магазинах. Хотя качество этих пилок я не знаю, но мы с вами потестим, по крайней мере. Дерево, то, конечно, на пару резах оно не покажет, будет пилить все шикарно, а вот металл, наверное, покажет сразу. Мы с вами попробуем что-нибудь резануть. Так, ну и смотрим, как у нас вставляется наша пилка. Здесь у нас, друзья, есть такой вот быстросъем. Как вам показать? Вот так. То есть пальцем я поворачиваю, или так, наверное, удобнее. Открывается там упорный такой замочек и, соответственно, вставляется пилка. Так, давайте смотреть. Вставляем в прорезь пилку. Хоп. И отпускаем. И пилка у нас даже не люфтит. Даже не люфтит. Просто интересно. А что будет, если пилку вставить другой стороной? Давайте попробуем. Она тоже самое блокируется. То есть для удобства реза можно ставить и так, и сяк. Ну, мы поставим как бы правильно. Вот таким вот манером или макаром. И будем пробовать. Так, подключаем аккумулятор. И пробуем. Так, нажимаю кнопочку. Не нажимается, да, не сказал. У нас есть блокировка кнопки. Это, друзья, не реверс, не левые, правые обороты. Это блокировочка. То есть снимаем с блокировки и можем нажимать. И смотрим наши скорости. Это самое первое. Шикарно и отлично работает, по крайней мере, в холостую. Так, также у нас есть здесь этикетка. Что нам указывает этикеточка? Значит, напряжение батареи, ну, рабочее напряжение инструмента, постоянка DC 20 вольт. Друзья, что 18 указано здесь вольт, что 20, что 21. Не пугайтесь, покупайте эти аккумуляторы с разными надписями 18, 20, 21. Все это одно и то же, все оно подходит. А то мне задают часто вопросы, да как же так же, у нас там 18 вольт, а тут 20. Вот, так, частота 50-60 Гц. И что тут основное у нас? У нас обороты холостого хода 0,3000 оборотов в минуту. Дальше какие-то длинные строка, ага, ход 22,2 мм получается у нас. Ход 22,2 мм нашей пилки. Так, ну вот по поводу холостого хода. На всех инструментах, я заметил, указано, скорее всего, это частота оборотов самого двигателя. Будь то у меня была болгарка, была указана там 10 тысяч, я получил, измеряю на диске, допустим, обороты, там всего лишь 5. Я начал спрашивать продавца, говорит, читай внимательно описание. А в описании, как я влез, там действительно частота холостого хода двигателя. Поэтому измерять мы ничего не будем. Тут же, конечно, у нас 3000 оборотов ну никак не будет. Будет намного меньше. Вот, а это обороты двигателя. Все, народ, хватит болтать. Давайте разберем с вами нашу сабельную пилу и посмотрим ее начинку. Погнали. Итак, ребята, разобрал я нашу пилу. Давайте вместе с вами открывать. Некоторые винтики, кстати, не отходили. Оп-оп-оп.
Так, как же ты тут, блин, разбираешься? Ага, нам надо перевернуть ее. Короче, разбираем вот этими винтами, где откручивали, вниз. Так как эта железяка у нас, пятка прикручена где-то к той части. Хоп. И вот. Вот такой вот пластик. Ну, уже про пластик я не знаю. 100 раз переговорено, особенно мной. Как всегда, эти резина впаяна шикарно и отлично. Вот на такие вот аж сквозные, ну, а-ля заклепки. Вот кнопочка блокировки у нас осталась здесь. И вот такой вот, друзья, механизм. Сразу нам бросается в глаза, что у нас, конечно же, бесщеточный двигатель. Кнопочка управления скоростью и включения самого агрегата. Ну и вот такой вот контроллер. Как всегда, все у нас залито компаундом, не то эпоксидкой. Ну тут что-то такое ногтем прогибается, какой-то компаунд. И площадка для аккумулятора. Смотрим пайку. Пайка отличная, красивая, блестящая. Разъемы у нас все заклеено, видите. Что-то наподобие жидкой изоленты, наверное. Здесь припаяно все тоже хорошо. Но паечка уже у нас не блестит так, как блестит вот эта пайка. Ну да ладно, главное, что хорошо припаяно. Ну и вот такой вот хитроумный редуктор. Все, видите, в корпус из, не знаю, сплав какой-то, не тот сам, не то алюминий. Но, в принципе, сделано все добротно. Добротно и красиво. Опа-па. Вот весь механизм у меня в руке. Двигатель у нас, видите, просто легко снимается. Не забыть бы, как он стоял. Ну, надеюсь, не забуду. Легко снимается и легко устанавливается на место. Ага, легко. Опа, есть. Легко. Здесь у нас уже крестовые отверточки. Так, принес отверточку, все разобрал, раскрутил вот эту вот бабышечку, постель нашего механизма. Смотрите, что здесь и как. То есть у нас стоит для снятия пыли войлочное кольцо. И стоит шарообразный такой шарнир, я так понимаю, чтобы наш вал искал хорошо свое положение. То есть здесь просто никаких подшипников нет, просто втулка. Так, снимаем данную крышку. Смотрим, что у нас здесь смазки. Мама, не горюй. Так, и давайте снимаем аккуратно весь этот вот механизм. Вот, смотрите, сколько смазки. То есть смазки здесь отлично. Ну и этот шарик. Кстати, друзья, этот шарик ходит с какими-то прикусываниями, как мне кажется. Небольшие, но есть. Может, мне просто кажется. Фиг его знает. Ну, вроде ходит легко и нормально. Так, колечко войлочное на место. Оно уже было прикушено, видите? Прикушено. Так, кладем сюда. Снимаем эту часть. Вот она у нас сидит на... Это резинка? Нет, это что-то типа электротехнического картона. Прокладочка. Ну и здесь у нас, я уже дальше не полезу. Здесь у нас, друзья, редуктор. Вот, крутится и совершает возвратно-поступательное движение. Как бы все и просто, и понятно. Ну, с этой стороны все держится, этот вал, или звезда, или шестерня там, на вот таком винтике. Так, думаю, мы посмотрели. Дальше я, извините, не полезу. Смысла в этом я не вижу. Так, сейчас я собираю все это дело. Кстати, у нас этот вот шарик, смотрите, я заметил, есть у нас здесь отверстие посадочное. И вот здесь вот направляющее. Поэтому при сборке, друзья, не попутайте. А то не соберете. Так, сейчас я собираю, проверяем, работает ли наш агрегат. Итак, собрал я, друзья, нашу чудо-машинку. Смотрим, нажимаем, работает или нет. Аккумулятор я поставил. Все работает. Ну что, пошли что-нибудь попилим.
Итак, народ, пробуем пилить вот такую вот полиняку. Значит, я уже попробовал сделать 2 реза. Аккумулятор родной не подзаряжал. Вот, его хватило буквально на 2 реза. То есть, как получил, так и попробовал. Поэтому заменил аккумулятор на более емкий. Ну, вот такие вот срезы я получил. Вот срез. И, соответственно, ну и здесь этот срез этой пилы. Ну что, поехали пробовать. Вернее, я уже попробовал. Покажу вам, что у нас получается. Главное, друзья, не давить. Поехали. Хлоп. Шикарно и красиво. Очень напоминаю, это сухостойно, которую мы с вами спиливали при обзоре, опять же, цепной пилы Лаева. А мы знаем, что сухое дерево, особенно слива, она, не знаю, как камень. Давайте возьмем другую древесину и попробуем на другой. Так, приволок я еще вот такую сосну. Сосна поживее. Ну и сосна в середине живая, а сверху она вот такая уже гниловата, но толстая и большая. Давайте попробуем сразу мелкий этот брусок отпилим. Денис, держи. И погнали. Так, гвоздей нету. Как в масло вообще вошло. Просто отлично. Ну что, давайте вот этот вот толстезный кусман отпилим. Так, наличия гвоздей нету. Ну что, погнали, попробуем, что да как. Ха, шикарная штука. Я, друзья, думал, оно гнилое, а оно, видите, все как бы, все живое. Отличная живая древесина. Так, все, хорош. Идем испытывать на металле. Ну что, друзья, пришли мы в гараж, и что хочу сказать. То есть пилка по дереву просто изумительно, вы сами видели, работала. Я попробовать хотел отрезать буквально рез пилкой по металлу, и она сразу, друзья, села. Поэтому пилки, по крайней мере, по металлу, наверное, вы не заказываете. Лучше их купить хорошие и качественные. Я прикупил себе Bosch пилки и уже несколько резов сделал на вот данной трубе. Сейчас мы с вами опять все это дело посмотрим и проверим. Давайте каких-нибудь 2 реза сделаем. Я покажу, как она работает. То есть просто замечательно. Погнали. Я тренировался, дабы узнать, как правильно резать. Один раз у меня пилочка заклинила. То есть я на максимальных оборотах, думаю, буду немножко поддавливать, и пилка у меня заклинила. Смотрим, что да как сейчас получится. Поехали. До конца не буду, чтобы... Хлоп, давайте еще разок. Обороты даже полные не даю в начале реза. Да, и в принципе стараюсь не давать полные обороты и к концу. То есть обороты такие на серединке стараюсь держать, хотя держать невозможно. Вот на месте производителя, что, допустим, Хэммер, что Лаева, я сделал бы какой-то регулятор оборотов. То есть что-то выставил, какие-то обороты, и резать. А кнопкой плохо ловить обороты. Ну, погнали дальше.
Вот, при резке металла нужно чувствовать, когда она хочет подклинить, и добавлять оборотов, чтобы не заклинило. Ну или резать совсем-совсем уж мягко, ничего абсолютно не давить. А так, в принципе, инструмент отличный. Пилки вы, наверное, не заказываете, а заказываете один только вот инструмент, сабельную пилу. Инструмент показал себя с хорошей стороны, как на дереве, в принципе, так и на металле. То есть мне он нужен будет вот для резки таких труб, ну и немножко побольше диаметром. С чем прекрасно, как видно, справляется. Все, друзья, на этом будем закругляться. Желаю, чтобы все.